Тысячи слонов. Представьте себе целое море гигантских серых тел, медленно движущихся по выжженной солнцем земле. Но это не африканская саванна с зелеными просторами, а пустыня, горячий песок, сухой воздух и ни намека на привычные леса или водоемы. Зачем же их сюда переселили и что произошло дальше, никто не ожидал. В начале 2000-х годов власти одной африканской страны столкнулись с проблемой, которая казалась неразрешимой. В национальных парках и охраняемых зонах число слонов стало катастрофически высоким. Казалось, чем больше их, тем лучше для природы, но на самом деле они начали разрушать собственный дом. Вырывали с корнями деревья, ломали кустарники, уничтожали пастбища. Там, где еще 10 лет назад шумели леса, оставались пустые равнины. Экологи бились за решение. Если ничего не предпринять, экосистема рухнет. Тогда возникла идея, которая казалась почти безумной. Переселить тысячи слонов в засушливые районы, граничащие с пустыней Калахари. Казалось, что это обреченный эксперимент. Как такие гиганты смогут выжить там, где даже козам и верблюдам трудно найти пищу? Но у ученых и чиновников не было другого выбора. Нужно было снизить давление на перегруженные парки. Операция началась в почти военной обстановке. Караваны грузовиков с контейнерами выезжали один за другим. Каждый контейнер — это слон или целая семья. Местные жители выходили из домов и смотрели, как по дорогам проезжают железные тюрьмы, внутри которых бьются гигантские сердца. Некоторые плакали, понимая, что эти животные больше никогда не вернутся в привычные места. Когда первые группы слонов выпустили на новых землях, их реакция была тревожной. Они шли медленно, настороженно, ощущая чуждую окружающую среду, пахло сухой травой и горячим песком, вокруг не было ни одного большого дерева. Они кружили, поднимали хоботы, ловили запахи ветра. Казалось, что понимают, все изменилось навсегда. В первые недели многие животные отказывались уходить далеко от места выпуска. Ждали, словно надеясь, что их вернут назад. Некоторые самки перестали есть вообще, и ветеринарные службы вмешались, чтобы спасти животных. Самая же серьезная проблема – вода. Район, куда их переселили, имел всего несколько редких источников, расстояние между ними – десятки километров. Для слонов, привыкших к рекам и болотам, это стало шоком. Они начали мигрировать, блуждать в поисках воды, иногда целые группы исчезали на неделе, и никто не знал, вернутся ли они. И тут произошло то, чего не ожидали даже ученые. Слоны начали вести себя необычно. Обычно зависимые от постоянных источников воды, они вдруг прокладывали маршруты сквозь пустыню, туда, где, по мнению специалистов, не было ни капли влаги. Исследовательская группа обнаружила удивительное. Стадо остановилось в безжизненной долине, и несколько старых самок начали рвать землю хоботами и клыками. Часа через 2 в земле появился тонкий ручей мутной воды. Ученые были потрясены. Слоны обладали древним инстинктом поиска подземных водоносных слоев. Там, где для людей все казалось мертвым, животные чувствовали влажность под ногами. В течение месяцев они находили новые точки, создавали водоемы и помогали выжить не только себе, но и другим видам. Вскоре возле этих колодцев появились зебры, антилопы и даже хищники. Пустыня оживала, но возникла и опасность. Вода была ограниченной, и множество животных собирались у одного источника. Начались конфликты. Ночью львы охотились на слабых, шакалы отгоняли детенышей антилоп, а слоны сталкивались с внутренними раздорами. Несколько самцов, переселенных из разных регионов, начали жестокие бои за контроль над водоемами. Их рев разносился по пустыне, на песке оставались следы крови. Местные жители, жившие неподалеку, сначала радовались переселению. Они надеялись, что слоны принесут дождь и станут символом новой жизни.
Но скоро радость сменилась страхом. Стада подходили к деревням, ломали заборы, разрушали запасы зерна и воды. Для фермеров это стало настоящей катастрофой. Один старик говорил, что они сильнее нас, что если захотят, разрушат все. Люди начали требовать от властей вернуть животных обратно. Правительство оказалось в тупике. С одной стороны, первые результаты были положительными, появились новые оазисы, восстанавливаться начала растительность. С другой, возник конфликт с местными жителями. В регионе началась скрытая война. На границе нового коридора начали появляться туши убитых слонов, их клыки вырублены, тела оставлены на солнце. Это был тревожный знак. В регион проникли браконьеры, зарабатывающие миллионы на продаже слоновой кости. Ученые понимали, что если браконьеры возьмут верх, вся операция по восстановлению экосистемы потеряет смысл. Поэтому начали активно отслеживать маршруты стада с помощью ГПС-ошейников и дронов. Оказалось, что слоны ведут себя разумно, создавая систему перемещений. Одни маршруты к воде, другие — к редким пастбищам. Более того, в стаде начали образовываться новые альянсы. В ночь, когда в пустыне зазвучал гул сотен шагов, казалось, сама земля ожила. Но за этим величественным зрелищем скрывалась новая опасность. Стада истощали ресурсы, и однажды целое стадо пошло на север, в районы, где не было источников воды. Они шли десятки километров, будто ведомые невидимой силой. Ученые не понимали причины такого поведения. Они предположили, что, возможно, матриархи, старшие самки, улавливали запахи влаги или следовали древним маршрутам, переданным из поколения в поколение. В течение недели стадо двигалось все дальше. Температура поднималась выше 40 градусов, и животные начали терять силы. Молодые слонята отставали, а старшие самки, чтобы не остановиться, приходилось буквально подталкивать их. В один из дней, на рассвете, стадо остановилось в долине, которая на картах называлась «безводной и мертвой». Но матриарх, огромная самка с потрескавшимися клыками, начала рыть землю у скалы. Остальные присоединились. Через несколько часов земля зашумела, и на поверхности появился источник воды, настоящий подземный ручей, который долгое время был скрыт. Люди, следившие за процессом, не могли поверить своим глазам. Там, где геологи не ожидали воды, слоны нашли ее, спасая себя и других животных. Этот случай потряс научное сообщество. В пустыне появился источник, который не был на картах и казался недоступным. Африканские СМИ назвали это чудом пустыни, а местные жители уверяли, что слоны умеют разговаривать с землей. Но для ученых это стало доказательством древней памяти, миграционных маршрутов, которыми их предки ходили сотни лет назад и которые передавались через поколения как часть инстинкта выживания. Новый водоем стал центром жизни. Сюда стекались стада зебр, газелей, птиц и даже жирафов, обычно избегающих таких территорий. Камеры фиксировали первые зеленые ростки, проросшие в долине. Однако радость длилась недолго. Увеличение численности животных привлекло браконьеров. Уже через несколько недель нашли первую убитую самку с вырубленными клыками. Тело оставили на солнце. Это был тревожный знак. Криминальные сети проникли в регион. Ученые начали отслеживать маршруты стада, чтобы предотвратить уничтожение. Оказалось, что слоны ведут себя очень разумно, создавая сложную систему перемещений. Один путь к воде, другой к пастбищам. В некоторых местах стада объединялись, формируя большие группы, что было необычно для пустыни. Эти гигантские стада — это невероятное зрелище. Ночь, звездное небо, и в тишине раздается гул сотен шагов, словно сама земля оживает. Но за этой красотой скрывалась угроза. Ресурсы быстро истощались. Однажды группа заметила, что стадо движется на север,
к районам, где нет источников воды. Они шли десятки километров, словно ведомые невидимой силой. Ученые не понимали, почему так происходит, какие мотивы движут животными. Возможно, матриархи улавливали запахи влаги или следовали древним путям, переданным из поколения в поколение. Так или иначе, через 2 недели стадо достигло района, где ранее не было воды. Это было сухое русло реки Насоп. Там, в земле, слоны начали рыть землю, и вскоре появился источник. Вода, которая казалась мертвой, вновь заиграла. Она напоила все живое. Пустыня оживала, и сюда стекались сотни животных. Зебры, газели, хищники и даже жирафы, избегавшие подобных территорий. Камеры фиксировали, как в долине появляются первые зеленые ростки. Ученые писали в своих отчетах. Слоны изменили климатический сценарий региона. То, что казалось невозможным, произошло прямо на глазах. Но с этим пришла и новая опасность. Огромное стадо привлекло людей, пастухов, фермеров и браконьеров. Появились ловушки, засады, а охранные патрули обнаруживали все новые и новые следы браконьеров. Контроль был сложным, и ситуация становилась угрожающей. В СМИ появлялись статьи. Слоны создают реки, а люди готовы их уничтожить. Ученые обсуждали, стоит ли вмешиваться или дать природе идти своим путем. Некоторые считали, что лучше переселить слонов дальше, чтобы избежать конфликтов. Другие считали, что это уникальный шанс понять, как животные восстанавливают экосистемы, создавая новые источники воды и меняя климат. Но сами слоны вели себя все более загадочно. Их перемещения становились все точнее. Матриархи часто останавливались и меняли маршруты, словно проверяя что-то в воздухе или земле, будто им подсказывали что-то древнее. А однажды, когда стадо отдыхало у реки, к ним подошла небольшая группа людей. Обычно слоны реагируют настороженно или агрессивно. Но в этот раз матриарх позволила женщине с кувшином приблизиться к источнику. Более того, слоны отступили, пропуская людей к воде. Видеозаписи распространились по всему миру. Одни считали это доказательством сосуществования человека и природы, другие — случайностью. Но ясно было одно — эксперимент, начавшийся как вынужденное переселение, превращался во что-то большее. Живой пример взаимодействия двух цивилизаций. Но тут пришла тревожная новость. Несколько слонов из огромного стада исчезли бесследно. Их не было на спутниковых снимках, и никто не знал, куда они делись. А через несколько дней нашли тела без клыков. Очевидный признак браконьерской деятельности. Это потрясло ученых и местных жителей. В регион проникли криминальные сети, охотящиеся за слоновой костью, и теперь весь проект оказался под угрозой. Началась борьба. Власти усиливали охрану, вводили патрули и камеры, но пустыня огромна. И контролировать каждый километр практически невозможно. В ответ началась скрытая война. Одни стада пытались выжить и расширить свои маршруты, другие, браконьеры, готовы уничтожить все ради прибыли. Ученые начали использовать новые методы – дроны, ошейники и звуковые сигналы, чтобы направить слонов в более безопасные районы. Они обнаружили, что стада ведут себя не хаотично, а очень разумно, создавая сложную систему перемещений. Один маршрут к воде, другой — к редким пастбищам. Иногда матриархи останавливались и меняли направление, словно проверяя что-то в воздухе или земле, будто им подсказывали древние знания. И вот однажды, в один из дней, когда стадо отдыхало у реки, рядом появилась небольшая группа людей, и произошло нечто удивительное. Взрослые слоны позволили подойти женщине с кувшином, и матриарх чуть не пропустила ее к источнику. Видео этого события стало сенсацией. Люди увидели, что слоны могут сосуществовать с людьми, что это не просто эксперимент, а начало нового взаимодействия природы и человека. Но, к сожалению, это было лишь временное спокойствие. Несколько слонов исчезли бесследно,
и на место их пропажи вышли браконьеры. В результате весь проект оказался под угрозой срыва. Власти усилили охрану, но контроль почти невозможен. В регионе началась настоящая война. Одни стада ищут воду, другие охотятся за слоновой костью. И все больше растет конфликт между животными и людьми. Это история о том, как природа способна удивлять, менять климат и создавать новые экосистемы. Но она показывает и опасность. Жадность и безразличие могут разрушить все. Этот эксперимент стал примером, что даже такие гигантские животные, как слоны, умеют восстанавливаться и менять окружающую среду. Но смогут ли люди сохранить этот дар? Пока ответа нет. Сегодня эти стада продолжают свой путь, создавая новые маршруты и оставляя после себя источники воды, питающие целые регионы. Их шаги напоминают: природа сильнее, чем мы думаем. Но она очень уязвима перед жадностью. И смотря на эти кадры, задайте себе вопрос: готовы ли мы бороться за сохранение таких историй, или они навсегда исчезнут? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о взаимодействии природы и человека, о чудесах и борьбе за выживание. Впереди еще больше удивительных фактов, которые вдохновляют и захватывают дух.